Добрый день, дорогие друзья и уважаемые зрители нашего канала. С вами руководитель Православного паломнического центра «Россия в красках» в Иерусалиме Павел Платонов. В праздник Крещения Господня или Богоявления мне захотелось поехать к реке Иордан. И в сегодняшнем сюжете вы увидите, что происходит в месте Крещения Господня в этот праздничный день. Это место находится примерно в 9 километрах от северного берега Мертвого моря. Евангелист Иоанн даже уточняет его название. Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн. Название Вифавара или Бейт-Авара на иврите означает место перехода или брода и связано с переходом сынов Израилевых через реку Иордан, описанного в Библии в книге Иисуса Навина. В современный период река Иордан является естественной границей между государством Израиль и государством Иордания, и с обоих берегов есть подходы к священным водам реки Иордан. Как обычно, в эти дни здесь множество не только паломников и туристов, но и арабов-христиан, граждан Израиля и Палестины. Православные торжества во главе с Иерусалимским патриархом Феофилом, как всегда, при большом стечении народа, совершались накануне в Крещенский сочельник 18 января. Сегодня же, 19 января, как раз в момент моего приезда на реку Иордан, торжества на месте Крещения Господня совершала Эфиопская церковь. Много православных паломников из Румынии и стран СНГ я увидел и сегодня. В этом году, накануне праздника Крещения Господня, прошли серьезные дожди, и река обильно наполнилась водой. Подход к месту омовения оказался затоплен. В связи с этим подхода к воде не было. В стороне обустроили нечто вроде души, куда поднималась вода Иордана. Так и совершали омовение. Несмотря на достаточно холодную погоду, желающих было немало. За последний год наибольший уровень затопления реки Иордан замечен 13 января 2013 года, и деревянная памятная таблица зафиксировала этот беспрецедентный уровень воды. Не удалось снять на фото это уникальное явление. Связано оно было с сильными дождями и обилием снега в горах Иерусалима. Уникальные праздничные торжества верующих Эфиопской церкви, которые не только поют и молятся, но и совершают своеобразные духовные танцы. Во время богослужения Эфиопской церкви желающим раздают специально приготовленный праздничный хлеб. Вообще в эти дни с 18 по 20 января каждый год здесь царит гостеприимная атмосфера.
и посетителей с каждым годом становится все больше. На этом я заканчиваю наш сегодняшний сюжет и предлагаю дальше совершить в сопровождении нашей музыки небольшое виртуальное путешествие в место крещения на реке Иордан. С вами был Павел Платонов. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии. С праздником Крещения Господня! Всего доброго и до новых встреч!